Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие зрители. Вам привет из солнечного Кишинева. Сегодня у нас как бы вторая часть, вторая серия, второй сезон. Мы едем в Осиены. Наша серия посещения молдавских сел продолжается. И сегодня у нас большой праздник. Полвека нашему другу Саше Дарию, дяде Шуре, он же дядя Ленин, он же Добрый ветер. Это продолжение сериала, который я еще к этому моменту я еще ничего не загрузил, но оно есть. 27 гигов видео ждут вас. Да, они уже будут к этому моменту, когда появится вот это вы будете смотреть. В машине, мы сейчас едем в машине по центру Кишинева, спускаемся по улице, как это, бывшая комсомольская ваша машина. Мы в машине нашего друга, тоже нашего коллеги Юры. Юра, он тоже друг Саши. Юра, он работал когда-то звукооператором на радио, да, Юра? Звукорежиссером даже, да. И ты тоже с пединститута, да, Юрчик? Нет. А у меня такое мнение было, что как-то сложилось, что ты тоже с пединститута. Ну, Юра потом расскажет свою историю. Он тоже хочет принимать участие в новом моем будущем проекте, посвященном молдавским народным сказкам. И едем сейчас за Пашей. Паша художник, вы уже знаете Пашу художника по Осиенскому репортажу. Сейчас мы едем по бывшей улице Ленина, ныне Штефан Челмари. И не обижайтесь на меня, когда я говорю улица Ленина, улица Комсомольская, те, кто живут здесь, и приверженцы новых названий улиц. Это видео нацелено на кишиневцев, которые покинули Кишинев при старых названиях. Сейчас наслаждайтесь видом нашего центрального проспекта. И многие как поднимают вопрос, почему, мол, там деревья порезали, ветки. Друзья, такая же тенденция и в Болгарии, потому что деревья стареют, их нужно подстригать, чтобы они не носили урон и увечья какие-то. Вот с левой стороны у нас бывший переговорный пункт, сейчас это называется Молтелеком. Пересекаем улицу, бывшая улица Бендерская. Вот Паша, Паша! Вот Павел Андреевич. Быстро, да. Вот остановочка на улице Бендерская, остановочка. Давай быстрее, чтобы мы перестроились, то я не успею. Ага. Все в темпе, все, как говорит Назар, go. Да. Прямо перед нами гости. Паша, здорово. С праздником. Сегодня праздник полвека дяди Шуре. Это Юра, знакомьтесь. Юра. Знакомьтесь, Юра. У Паши сын тоже Юра. Да. Вот, познакомьтесь с Юрой. Юра наш друг. Вот он тоже хороший парень. Наша гвардия, старая гвардия. Да. Сейчас мы будем спускаться по улице Измаильской вниз на заправочку, и по мере возможности я буду вам снимать, но сегодня наше направление на Осиены, и все то, что получится, захочется нашей душе поснимать по дороге. Вот можете посмотреть на улицу Измайловскую наверх. Вот эти вот дома были и есть, где раньше была Алина Электроник и авиабилеты были. Сейчас мы поворачиваем вниз по Измаил, Измайловская, некоторые говорят Измайловская, неважно. Измаил. Да, вот центральный универмаг ЦУМ. Он претерпел изменения. Вот нижняя часть фасада, там раньше были такие вот пара уютных кафешек. Их убрали, там поменяли. А вот старая архитектура города. Да.
Наслаждайтесь видом Кишинева. Я это делаю всегда с радостью и любовью для вас, дорогие друзья. Наш родной город Кишинев. Блядь, суббота, что вы... Что-то сегодня много по машин. домам бухать, блядь, разъездились, блядь. Продолжаем наше движение. Юра прикололся, говорит, у нас движение по законам физики. Как этот процесс называется? Нет, по законам молекулярной физики. По Движение законам... водорода происходит По законам... молекулярной физики. Это беспорядочное движение ионов. Беспорядочное движение ионов. Очень прикольно, блин, ты что, мне очень понравилось. О, люди собираются тоже на какой-то праздник. Вот железная дорога здесь у нас видна. Наша любимая, вы знаете, я питаю страсть железной дороги с детства и до сих пор. Эдик, есть кэш? Да. Сейчас мы заправляемся и держим путь У меня жопа у меня. на Васиены. Улица Набережная, дорогие друзья. Вот мы стоим в очереди на заправке. Всем знакомы вот этот переезд. И там вот это вот... Когда-то были склады, какие-то организации, да. И мы хотели вот поставить временно, чтобы деньги не валялись, не сдулись вот сюда, в воздухозаборник. Юра говорит, не ставьте, потому что они туда падают. Это как копилка. Как копилка, но там небольшая сумма. Говорит, надо пол машины разобрать, чтобы достать оттуда эту копилку. Ну, прикольно, но зато надежно, знаешь. Поставил, и оно там надежнее, чем... Чтоб цыгане не украли. Чтобы не сглазили, да. Юра тоже с юмором у нас, так что ждите. Я уже скачал, кстати, молдавские народные сказки. Скачал, да. Калыши Тендала. Пыкалыши Тендалы, Ильяна Косынзяна, Фет Фрумос, Лаур Балаур. Да, это плохой пацан, бля. Да. Реули, блядь. Реули, да, там про папа, хыля. Реули, Бармалеули. Да. Вот Павел Андреевич, тоже ваш любимый наш Паша художник. Мы тоже посвятим его творчеству как-нибудь отдельное видео, да? Да, фольклор там, да, что вообще такой там. Вам не белуешьте, папы, придепешьте, пешьте, сараты, папы, сыкакатями. Да, мы тут заправляемся сейчас метаном. Но вот всякие фирмы тут, это вас не интересует, ничего интересного здесь нету. Продолжаем наше движение. Улица Котовского, сейчас это называется Василия Александрии. Южное направление. Да, сейчас только вперед. Кто давно не был на улице Котовского, наслаждайтесь. Здесь с правой стороны больше 20 лет назад был еще, помню, оптовый рынок овощной справа, но уже нету. Многое поменялось в Кишиневе, и мы стараемся так, как по возможности, объяснять, чтобы было вам понятно, где мы и что мы, где мы находимся. Сейчас приближаемся к остановке автобусов на Ставчены, вот это центральной бане, бывшей, так сказать. И тут с правой стороны у нас сейчас, видите, она так и осталась, автобусная остановка будет видна, и за ней с правой стороны центральная баня. Вот видите, автобус один сейчас стоит, хороший обзор остановки. Классическая, тут написано Алиментара, терраса такая а-ля Савдепия, то, что мне очень нравится. А где центральная баня? Тут была, видите, как была. Ну, еще вот есть тут старая архитектура, узнаваемая. Да, город сильно поменялся, но все равно, как бы, локации узнаваемые. Вот с правой стороны бывшие спорттовары, видите, вот эти арочные окна, вот, спорттовары бывшие. Тут все осталось по-прежнему. Сейчас будем пересекать проспект Ленина, и вот
остановочка. Вот мой любимый барчик здесь был. Помнишь, Паша, был здесь такой маленький барчик? Офигенный, тут такая Да. классная брюнеточка работала. Да, было время, было. Забыл, как её звали. Такой уютный уголочек, такой демократичный барчик. Там кофе, чай, пиво там. Ну, кому что по вкусу. Очень демократично было. Водочку. Водочку, да. Ну, кому, да. Кому по вкусу, да. Пивасик, минасик там. Пивочка. Вот. Улица, проспект Ленина. Перед нами мы на светофоре стоим. О, сейчас зелененький, едем дальше, посмотрите. Вот как. А вот подожди, золотой початок был здесь, кажется, да? Или не, золотой початок. Тут были вина Молдовы. Вина Молдавии были здесь. Помнишь, Паша? Да, вот, где, вот там. Да, мы проехали. Вина Молдавии. Такой подвал. Да. И второй был на, вот где чуть ниже Варны. Где сейчас Варна, на Бутане. Там еще были виды Молдавии. Да. Но тут можно было бухать. Пиво. А тут разве нет? Тут столики были. Интересное было. Ну, как бы херес, но это тоже вино Молдавии. Ну, кто как называл? Хересное. Был херес тут, да. Ну, интересное. Но там стояли столики, и там можно было пить. Здесь, Там да. подвал. Да, подвал. Запах такой подвальный, такой винный, такой Да, характерный. чисто бордей. Такой бордей, вот этот советский такой, вот это запах молдавский. Да. Дорогой. Мы тут все собрались, хранители традиций, помним те интересные времена, демократичные. Нет, старые пьяницы, заметьте. Не, Охранители хра- традиций. Да. Вот Павел Андреевич зафиксировал, что не пьяницы, а хранители традиций. Да, вот он, Павел Андреевич. Да. Едем в Осиены. Мне очень понравился тот магазин сельский. Так классно, мы зашли, а люди видят, что мы не с Осиен. Ребята, вы откуда? Мы говорим, а вот мы в гостях у Саши Дарья. Тина там, как по отчеству, его мама, наша учительница была. Что, ребята, по 50 грамм, там стакан кофе. Так демократично, хорошо, такой дух, именно дух. Все без масок. Все без масок, Вов, да. подожди, за без Да. масок. Прям бальзам на душу. Да какой там в один место все село, и тот чей-то родственник. Да. Дух. Не, ну здесь в городе долбоебы, они реально половина людей Да. реально боятся. И Что акцентируем внимание, что в селе такой дух человеческий, знаете, есть общение живое. Вот в маркете этого никогда нету. В супермаркете эти громадные. Это мертвый. Это мертвая зона, я называю фабрика. Хороший маркет мертвый. Да, вот проезжаем бывшие 40 лет в ЛКСМ, вот что от него осталось, к сожалению. Маркера, в который мы, конечно, едем. Телецентр, Юра называет этот район Телек. Молодец, красава. У нас, кстати, вот друг Серега, таксист, так он мититей называет митюхами, котлеты котлетосами. И что-то еще он там такое придумал, да. Я котлеты котиками называю. Котиками. Котик, видишь, У каждого их делают, в некоторых местах делают с котиком. У каждого любителя котлет свое интимное отношение к котлетам. Интимная. Как надо. Трепетное. Трепетная, да. И, соответственно, творчество прет. Да, это Не, ну, есть такое. Котлета, это, конечно, это пища, это еда, но это культ. Это культ. Это культ. Есть там колбаса, Жестокий тролливали, культ. кошки срали, но котлета это культ. Это все. Да, вот Вова. Это с чего начинается? С котлеты. Котлета с макаронами, Котлеты, с что макарошечками. пожарила тебе мама. Да. Вот Вова дальнобойщик любит с укропом. Я тоже люблю котлеты с укропом. Да. Да, Юра? Да. Вот это- С зеленым луком еще. Да, вот это старая гвардия. Зеленый лук, это да, без этого. Да. Гурманы. Конечно, обязательно. Обязательно. Я таки- побольше. Ой, да, я обожаю.
Вот черный перец и укроп в котлетах. Мама дорогая. С пюрешечкой. Чесночка обязательно надо. Именно туда. укроп Чесночка. с зеленым луком. Да. Самое, знаете, что самое главное в котлетах? Самое главное. Кто мне Скажи. скажет? Это не Самое перец. главное в котлетах это количество должно быть много. Очень о. много. Верно, верно. Ой. Это тонкий рецепт. Это 10, знают 20, не все. 30 тазиков. Их должно быть много. И Это уже такие рецепт такой. прижаристые. Да. Жаришь себе огроменный тазик котлет. Докучаева. Вот мы... Садишься втихаря. По какому рецепту вам сделать котлеты? Пиздатый тазик! Без мух. У меня котлеты без мух уже. Котлеты Потом- отдельно, мухи отдельно. Поднимаемся по Котовского дальше. Дальше какой-то троллейбус модный. Непонятно, что за троллейбус такой модный. А, это новый троллейбус, только короткий. Новый белорусский. Да, вот подъезжаем, будем сейчас проезжать Молдова Фильм и Дом Радио. Юрчик, ты знаешь, где Линелла, да, будет? А мы сейчас позвоним Шурику. Подожди, Линелла Да. перед озером, которая. Перед озером, да. Или после. Перед озером, да. Ну там есть пятачок, там заправки, какие-то учреждения. Да, Наверно, да. там. Да, она с правой стороны, да, по ходу. Хорошая Линелла такая. Вот. Проезжаем по тоннелю. Вот это граффити, конечно, ну, на любителя. Но мы не об этом. Нам просто локация. Мы наслаждаемся Кишиневым таким, как он есть. Что делать? Вот раньше тут была конечная 17-го троллейбуса и 9-го троллейбуса. Я тут жил вот там, чуть правее остановки. Да, и тут были такие магазинчики, киоски, какие-то эти кафешки в вагончиках. Очень демократично. Нам так нравилось сюда приходить. Было очень классно. Сейчас все как-то вот что-то вот не так. Хотя нет, вот Алиментара есть, но она не работает. Франзилуца было по-другому. Хлебная будка была чуть-чуть выше. А здесь такие барчики были. Остановка была. Какие-то вагончики, какие-то бар-вагончики. Ой, как я люблю вот эту вот простоту, вот это, так я скучаю по ней. Наверное, проружал уже всем уши зрителям со своей простотой. Но это не простота, это не от глупости, это от открытости. Да, вот это тут всегда была вулканизация. И вот тут вот по тропиночке вправо мы там вот жили. 3-й переулок Труда. Всем скиносовцам привет. А мы продолжаем движение. Вот сейчас увидите с правой стороны южную автостанцию. Отсюда отправляются автобусы, само собой, на юг и на Болгарию. Отсюда вот южная автостанция. Отсюда ваш автор едет, когда едет на Болгарию. Тоже такой дух на этой автостанции. Еще тот дух есть. Ну и троллейбусы, видите, пустили туда. Бывшая Кутузова.